Они все созданы для учеников школы. Вы должны понимать, что наша информация, она для учеников, а не для всех людей. В этом и особенность. Вы мне скажете спасибо, что я не разрешаю всем подряд людям это иметь. Дело в том, что это делает вас привилегированными, а не всеми подряд. Дело в том, что люди, когда получают информацию от меня, то эта информация привилегированная для привилегированных людей, для людей, у которых есть знания эзотерики и философия, а не для всех. Поэтому вам решать, быть привилегированными или вновь начать конкурировать со всем миром. Наверное, нужно все-таки сохранять это. Эзотерика никогда не была наукой многих, это всегда была наука избранных. Какой смысл быть богатым человеком, если вокруг все богатые? Вот у меня знакомая, бывший народный депутат Украины и бывший прокурор области Винницкой, по-моему, уехала с мужем жить в Монако. Купили там квартиру себе 100 метров квадратных там за 7 или за 8 миллионов евро. И купили яхту себе, и в этом году, я так понимаю, собираются покупать дом еще. Наворовали нормально. И она говорит, мы, наверное, вернемся в Украину. Я говорю, почему? Потому что жить там нам невозможно. Мы живем в среде, где все богатые. А когда живешь в среде, где все богатые, неинтересно жить. Хочется жить в среде, где все бедные, а ты богат. Точно так же и в эзотерике. Смысл жить человеку в среде, где все умеют это. Тогда ты вне конкуренции. И минус в этом очень большой. Поэтому необходимо немножечко эзотерику скрывать. Она не должна быть абсолютно для всех существующих людей. Поэтому мантры, коды и так далее, оно все-таки должно принадлежать только ученикам. Не работаю в семинарах или в каких-либо видео, как я работаю напрямую с людьми. Это и целительство, и редактирование судьбы, это и работа с кармой, и работа с детьми происходит, и работа с родственниками, и работа с каналами любви, и дохода и так далее. Но здесь почему с одними срабатывает более мощно, а с другими менее мощно? Все это зависит от того, насколько человек, как ни странно, любит меня. То есть, если отношения теплые, я вам в самом начале говорил, друзья мои, постарайтесь начать как бы хорошо относиться ко мне. В случае, если вот это отношение у вас есть хорошее, теплое, то тогда воздействие происходит с легкостью и мощно. Но я хочу вас заверить, что со всеми людьми, ну 1-2 человека там у нас в контрах со мной здесь проходят семинар, но все равно большинство из вас получили много и получили по заслугам все хорошее, что вот необходимо было, и это только благодаря тому, что у вас хорошее ко мне отношение. Айнагул Дайрабекова. Андрей Андреевич, спасибо, что то больше делаете нам долгих лет. Все самое лучшее чуть-чуть позже. Очень интересно, от чего зависит время наступления событий в нашей жизни? От сделанных нами выводов или просто пришло время? Наша жизнь, она прописана. Наша жизнь прописана, и она в большинстве своем имеет уже события. И эти события даже можно просматривать. Но это выглядит приблизительно так. Прописаны одновременно и плохие события, и хорошие. Они прописаны на картине жизни. И чувства человека, они выдергивают грубо из нити верхней или нити нижней вот эти события. А человек находится посредине и создает эти события чувствами. Сильные чувства, быстрее события происходят. Более-менее чувства, события медленнее происходят. Обычно, если человек эмоционирует чувственно, то это создает невероятный импульс, который можно просматривать прямо на планете Земля. Чем сейчас интересна наша жизнь? Она интересна тем, что количество уплотненной ментальной энергии, ее стало больше. И жизнь и мир, он движется сейчас в направлении к магии.
Когда такая магическая энергия уплотняется, то у человека все мощнее и мощнее начинает работать сознание. И в дальнейшем, уже через 100 или 200 лет, скорее всего, достигнет такого уровня наше сознание, что оно сможет двигать кирпичи, или также, естественно, для человека будет печатать там по кнопкам ноутбука, как и не применяя пальцы, как раньше применяя пальцы. Почему так произойдет? Меняется потенциал. Дело в том, что это описано в старинных книгах, и сказано, что каждые 129 лет происходит увеличение, уплотнение магической энергии. Было ли раньше магия? Да. Когда существовали люди, которых называли индами, они все делали с помощью своих мыслей. Обычно говорят нам, что жизнь на Земле зародилась тогда-то, тогда-то. Ну и в Индии несколько лет назад сделали раскопки в устье Инды, ближе туда, к Непалу. Откопали прямо самые настоящие дома, города, у которых по 16-25-30 этажей под землей. В горах причем построенные. И тут же возник такой вопрос, он риторический. Когда мы, все-таки люди современности, современной цивилизации, научились делать 30-этажные дома? Мы это научились делать в 80-х годах. То есть до 70-х годах все дома были максимально 10-12-этажные. И первые 15-этажки обычно шокировали людей, но сейчас никого не шокирует уже там 100 этажей и так далее. То есть, а те дома, которые были построены, чтобы вы понимали, датируются там 800 веком до нашей эры. То есть, когда их построили, пробуют им делать углеродный анализ или углеводный, какой он там, я не знаю. И говорят о том, что они вот очень древние. Причем они сделаны не так, как наши дома, как попало, а сделаны еще и с резьбой великолепной, еще и с специальными системами естественного кондиционирования, естественной вентиляции, и цельнолитые, цельномонолитные и так далее. То есть то, что мы делать не умеем и никогда не научимся с использованием тех технологий, которые есть у нас на сегодняшний день. Как же они тогда делали? Они использовали магию сознания. И тогда магия сознания работала мощнее, чем сейчас. И мы как раз сейчас находимся в том витке, когда магия сознания вновь набирает свои обороты. И вот этой магией сознания, ею можно сейчас пользоваться, накапливать ее. И то, что вы сейчас накапливаете в этой жизни, вам будет передано в следующей. А в следующей вы будете уже сильнее энергетически и психически многих миллионов людей. И когда придет время, то будут говорить: надо же, этот человек рожден с талантом, он может двигать предметы, он так быстро думает, у него такая сильная психическая энергия. То вы даже не додумаетесь, что вы в прошлой жизни занимались вот так вместе с Дуйко и накапливали всю эту психическую энергию. Моя младшая дочь Анна проживает в Португалии, в Сахаджи-Умуджи. Это духовный учитель, я в курсе. Только я ее не совсем понимаю. Будет ли она жить в России, выйдет ли она замуж? В России будет жить, замуж в России, может быть, даже и не выйдет. Но в России жить будет. Спасибо, мое духовное имя просто шикарное. Всеми конечностями за. Ура! И я за. Плохо, что она у Муджи. Дело в том, что она тратит свою жизнь. Знаете, самое печальное, очень частое явление, что эзотерика, вникая в жизнь человека, заставляет его полностью отдаться духовному служению. И человек теряет контакт с этим миром. То есть он просто живет в том мире. Это тоже подвиг, это тоже хорошо, это тоже один из уровней развития. Но обратного пути нет. И в тот момент, когда человек посвящает этому 10 лет жизни и потом возвращается и начинает жить обычной жизнью, он недееспособен предпринимать что-то, он как будто потерял свою семью, он как будто что-то в середине его исчезло. Именно поэтому не стоит путать секты с эзотерическими направлениями или школами.
Очень часто секта, она похожа на искреннее безоговорочное доверие руководителю, а также проживание и посвящение своей жизни этому человеку. Как, допустим, с сектой Оша, которая была в Индии. Люди переезжали, начинали жить у него, начинали работать на него, лишь бы находиться как можно ближе и как можно чаще с ним общаться. Я не хотел в самом начале. Дело в том, что у меня совершенно другая идея, другой путь. У меня путь такой, он индивидуального личностного роста. Почему я решил этим заниматься? Я уже рассказывал, когда болеешь и когда плохо тебе, и когда совсем плохо себя чувствуешь, и потом выходишь из этого, и выходишь путем, наверное, который можно назвать духовным путем, то есть становишься лучше, не злишься, не обозляешься, не ненавидишь. И вот я как тот червячок, который искал лазейку для того, чтобы вылезти из ящичка, нашел свою индивидуальную. И моя индивидуальная смогла изменить мне жизнь, поменять плохие отношения на хорошие, поменять плохое здоровье на хорошее, поменять там, может быть, недостаточно с легкостью зарабатываемые деньги с легкостью зарабатываемые деньги, ну и так далее. И вы знаете, это все сложилось в виде вот такой вот идеи. Несколько, наверное, 1-2 года я думал над этой идеей, и она у меня срабатывала. И пришла идея такая, но больно. Вы мне не поверите, многие люди не верят, но для меня больно. Для меня больно, когда люди теряют надежду. Это произошло в 90-х годах, когда люди из Советского Союза перешли в перестройку и после этого перешли вот в то, что называется буржуазией сейчас. Я понимаю, как ломаются мозги сейчас у людей, которые не поспевают за этим быстро едущим паровозом интернета, что все вот меняется. И эти люди никому не нужны. Как сказал Маковецкий в фильме Киры Муратовой «Три истории», в первой истории, он сказал, что люди покупают недвижимость, люди куда-то стремятся, люди что-то делают, приватизируют что-то, а я так и остался вот в своем времени и не могу никак перейти в это время. Это как бы отвергнутый новым социумом человек. Таких людей, отвергнутым новым социумом, этих людей очень много. Таких людей, которые болеют, очень много. Людей, которые умирают, очень много. Которые страдают, очень много. Вы мне не поверите, но в какой-то момент, когда я очень сильно болел, у меня было это ощущение, что мне стало жалко этих людей. Да, мне жалко людей. Это паранормальная способность. Обычно людям не жалко никого, кроме себя, не жалко никого, кроме своей семьи, а мне жалко людей. Мне жалко людей, живущих на земле, мне жалко людей. Вот вы смотрите на кошек, которых топят, вам их жалко, да. Вот мне стало жалко людей, которые тонут. Мне жалко людей, которые не понимают, что они могут быть или жить по-другому. Я понимаю, что никакая политика никогда никого не поменяет, и что политика это всего лишь аферизм. И это все политики аферисты, мошенники. И, конечно же, изменения могут произойти. И вот я как маленький человек постарался придумать такую систему, которая, по моему мнению, могла бы путем изменения внутренней личности, внутренней души человека, отношения этого человека к миру, отношения этого человека через изменение его мировоззрения, философских взглядов, полностью изменить этого человека одного, а один поможет взрастить детей, а эти люди будут новым социумом. И то, что мы делаем, и то, что я делаю, это как служение людям с целью создания вот такого нового, какого-то всемирного объединенного общества. Да, как это пришла идея? Когда-то я проводил семинар, это было 10 лет назад. Я сказал, что можно покрасить безымянный палец женщине, или средний, уже не помню, на одной руке, и она сможет выйти замуж. После этого на протяжении нескольких лет я видел, как люди, не знающие меня и никогда не знающие об эзотерике, ходили с накрашенными пальцами. И я понял, то, что я посоветовал одному человеку во время семинара, в дальнейшем видоизменилось, но продолжало жить. И здесь пришла идея, это можно посеять. Как в свое время Иисус Христос посеял, как в свое время Будда посеял, как в свое время посеял там кто угодно.
Вот и я решил, что я имею право, имею силы и возможности посеять. И вот это зерно, оно сеется. Оно сеется, и люди изменяются. Вы сами скажите, вы же чувствуете, насколько вы изменились. Это же не создали для вас мантры, коды и заклинания. Это создало для вас изменение мировоззрения, принятие философии радования, принятие философии наслаждения. Это изменило судьбу. Это тотально изменило судьбу. Вы стали лучше, с вами стало легче жить. Близкие начали признаваться в любви. Много нюансов, знаете, мир начал относиться к вам хорошо. Но поменялось-то только сознание. А остальные люди не могут этого. Да, это все банально и просто, но многие люди не могут этого услышать. Они живут за шторками своего обоснованного мира, которое им навязали и в котором они искренне, тяжело несчастливы. А почему я имею право это делать? Я счастлив в своем мире. Мне нравится, как душа моя чувствует себя, как тело мое чувствует себя, как я живу в своей семье, как я себя чувствую. Мне нравится, как я чувствую себя в бизнесе. Мне все нравится. И когда мне говорят, нет, в этой стране ничего невозможно, да все возможно везде. Просто человек думает, что он хочет миллиард. Нет, ему достаточно жить счастливо. Ему достаточно иметь немного, ему достаточно быть счастливым в семье, ему достаточно целовать кого-то по утрам, ему достаточно кого-то обнимать, достаточно знать, что кто-то о нем будет заботиться в старости. Оно вот так вот все приклеивается, и жизнь становится теплой. Нет выживания, нет побед, нет топтания кого-то, нет сумасшедшей конкуренции. А такая вот жизнь, как в раю, знаете, она возможна. И я об этом все время говорю. Убрав вот эти системы, построенные в мозгах, человек может стать счастливым. И я об этом все время говорю. Я не призываю к жизни после смерти, я не призываю о том, что нужно молиться. Я говорю, давайте изменим философские идеи свои. Давайте поменяем свое восприятие того мира, в котором мы живем. Давайте мы видоизменим себя путем принятия вот таких вот идей, которые я даю от 1 до 7 ступени. Это тотально изменяет человека. Но мы же не можем измениться быстро. Нас же воспитали, и это все внедрено в нас. Поэтому и ступени, когда человек приходит на 1 ступень и смотрит ее, понимает ее так. А потом проходит 2 года, он пересматривает ее, слышит все по-другому. Также и 7-ю, и также 5-ю. Я точно знаю, что хорошо было бы людям спустя время или спустя годы, допустим, прошли 1 ступень 5 лет назад, еще раз ее откройте и не спеша ее посмотрите. Вообще, как быстро изменить свой характер, как быстро поменять отношение свое к жизни, как быстро... Если у вас плохое настроение, панические атаки, депрессия или еще что-то, что нужно делать? Включаете мою 1 ступень любой день и просто слушайте. И ваше настроение, и ваша жизнь, и ваше самочувствие, все будет 100% изменяться. Вот чтобы помогать исцелять другого человека. На 1 место можно поставить, много есть методов, они все имеют хорошие результаты, многие из них просто потрясающие, эффективны. Самый простой способ — это способ савитуры. Если у человека что-то болит, необходимо на него положить свою руку, отвернуться от человека и представлять, будто вы человека в середине заполняете солнечной энергией. И то место, где болит, тоже солнечной энергией. Второй вариант выполнения данной практики. Положив на него руку, представляете себя, как будто вы являетесь солнечным диском или наполнены от ног до головы солнцем. Второй метод называется метод шпаклевания. Допустим, у человека очень болит сустав, вы хотите его восстановить. Представляете, будто накидываете глину на этот сустав и шпаклем или шпателем многократно это все замазываете. Третье. Представляете, будто у человека, у которого что-то болит, его открываете. Отрываете мысленно ему голову, руки и ноги. Представляете, будто пурбой вырезаете ему все кишки, выпускаете все органы. Обратно все не закладываете.
Так происходит астральная операция, она происходит многократно, ее нужно представлять, будто вы человека очищаете вот таким образом. Это приносит свои плоды, убирая внутренние воздействия или внутренние узлы. Третье, представляете, будто из груди человека достаете веревку с узлами, распутываете или разрезаете каждый узел. Пятое, представляете, будто у человека там где-то сосуд, допустим, не работает. Вы представляете, будто руку отрываете или голову отрываете, и вот такой щеткой мысленно, ёршиком под водой пробиваете это все, вычищая, под водой вымывая, представляя, что-то желтое выпадает. Улучшить иммунитет можно представить, будто в середине человека видим разноцветных светлячков. И так далее. Все эти методы, они есть в широком таком спектре в моем семинаре, который называется «Ментальная техника целительства». Очень рекомендую его использовать. Сегодня с вами вот чем поделиться. В случае, если у человека есть какое-нибудь качество, которое в нем преобладает, допустим, у мужчины там, или у женщины желание интима, которое очень мучает этого человека, или там желание любви, которое очень мучает, или еще какое-либо. Вы знаете, что это качество, его можно поменять на что-либо. И самому себе сказать: я ставлю программу заключения договора, обменивая чувства, мучащие меня, возникающие, которое называется чувство, там, допустим, там, секса, и я его обмениваю на материальное благополучие. И в тот момент, когда у вас появляется такое желание, меняйте его на материальное благополучие. Тем самым эту созидательную энергию сможете реализовать именно вот таким образом. Я очень рекомендую это использовать. Выберите у себя какое-нибудь непреодолимое желание и меняйте его на то, что вам больше всего необходимо в жизни. Это очень изменит вашу судьбу. От меня вам вот такой подарок, пожалуйста, можете пользоваться. Поэтому все, что вас беспокоит, меняйте на материальное благополучие. Особенно какое-нибудь сумасшедшее невероятное желание, так как такое желание есть двигатель. И этот двигатель может очень изменить вашу судьбу. Не нужно эту энергию зря вот так перегонять. Она необходима. Дело в том, что наше сознание может не воспринимать это правильно. Поэтому желание или материальное благополучие и поток энергии денег, это может быть желание сексуального характера. Так иногда у мужчин и у женщин происходит. Именно поэтому я о сексе и начал говорить. Это хорошо. Если у человека есть сексуальное желание, это очень хорошо. Это говорит о том, что он будет жить долго. Когда оно исчезнет, это будет говорить о том, что плавно уже пора готовиться. Рыбка. Сегодня зацепили очень тяжелую тему для меня. Меня в юности изнасиловали, и я всю свою жизнь ношу это в себе. Никогда никому не открывалась. Да, и с интимом у меня проблема. Сейчас в данный момент мне очень тяжело. Извините за откровенность. Это ваш шанс полностью трансформировать свою судьбу. Представьте, будто это с вами произошло. Наступите на это и оттолкнитесь так, как будто вы ракета, и вас это как пружиной отбросило вверх. Это же всю жизнь для вас пружина. Для чего? Для того, чтобы вы стали тем, кем вы хотите. Итак, представьте само событие пружиной, станьте сверху на это событие и как ракета представьте, поставьте задачу, скажите: я ставлю задачу быть очень богатым человеком на земле, или очень знаменитой, или очень везучей. И представьте, будто отпуская это, вы отталкиваетесь и как ракета вверх летите. И вот эта проблема остается где-то внизу. Она пружина, она вас запустила. Таким образом, вы можете так мощно в своей жизни стартануть и так состояться, как никто другой. Вся особенность любого зла заключается в том, что мы его носим. И когда мы его носим, то это как пружина для чего-то. Либо для болезни, либо для мотива. Используйте это для мотива своей жизни. Пусть это будет стартовой пружиной для решения огромных задач. Я знаю точно, что после каждого моего вебинара, который просматривает, чтобы вы понимали, фигура очень популярная в мире. Я очень популярная на разных сторонах планеты. И люди, которые занимаются эзотерикой, они изучают ее у меня. Потому что то, что они знают, это давно прошлое. Я единственная звездочка, которая дает новые идеи.
И многие начинают меня копировать. То есть меня копируют в кино, копируют другие эзотерики, копируют, есть такой в Индии мужчина с бородой, вот он копирует. То есть стоит мне создать новый семинар, его начинают копировать. Также копируют семинары по здоровью. То есть сначала я выпускаю семинар по здоровью, допустим, там объясняю о ковиде, о вирусах, даю гимнастики. После этого это все подхватывают другие такие же блогеры, которые начинают только по-своему это все пережевывать. Но как бы начало этого всего даю я. То есть я шурую впереди всех большими шагами по снегу. А уже все остальные просто повторяют. Почему? Ну, все знают. Так, конечно, это имени меня в честь меня, знаете, но я-то это вижу постоянно, понимаете. То есть стоит мне начать говорить о том, что там нужно заботиться, милосердие, тут же дедушка начинает говорить о милосердии, о заботе и так далее. Мне что других тем нет. Можно ли читать? Наверное, нужно объясниться. Дело в том, что очень часто люди, допустим, находят мантры какие-нибудь и начинают эти мантры читать. И у них получается чтение, получается, видимо, еще и привлечь в жизнь что-либо. Мантры живут, они продолжают жить. Почему я рекомендую больше читать вот такие коды, чем мантры? Каждый код — это мантра, прочитанная многократно. Ну, наверное, от 5 до 100 раз. И когда человек читает, допустим, ту же мантру Ом Тхану Лхану Матхану, там Кари Лама, там Бурве Сваха, и ее аналог, это вот Киту, это то же самое, что 10 раз сказать Тхану Лхану Матхану и так далее. Когда человек находится в каком-нибудь отречении и посвящает свою жизнь, допустим, чтению молитв или чтению мантр, то у него есть возможность на протяжении своей жизни их прочитать много раз. Но в случае, если вы читаете такие мантры, допустим, вот за этот час или за вот эти полчаса мы прочитали какое-то количество кодов. Если все это перевести на мантры, то окажется, что мы прочитали столько кодов, которые приблизительно равняются беспрерывному чтению мантр в каком-нибудь храме, монастыре, буддийском или индуистском или еще каком-либо на протяжении не менее 2-3 лет бесконечно, без сна и яви. Таким образом, человек, который начинает читать коды, этот человек, он становится более во много раз энергетически мощнее любого абсолютно человека, который читает любые абсолютно мантры, любые абсолютно заклинания и будь что. Тем самым мы фактически подключаемся к невероятным, к мощнейшим, к тотальным завихрениям энергии, становясь видимыми на общем фоне энергетического пространства, что нас в лучшую сторону благополучно выделяет в пространстве бесконечной человеческой конкуренции. То есть среди миллиарда человек мы становимся видимыми и становимся видимыми для светлых сил, для конструктивных сил, для выполнения конструктивных наших задач, что дает огромное количество шансов. В этом случае есть тоже люди, у которых может лучше получаться, и люди, у которых может хуже получаться. Лучше получается у тех, у кого атман лучше работает. То есть вот это состояние внутренней доброты и внутреннего познания любви. У кого мощнее работает, тот лучше. С тем, вернее, данные коды срабатывают лучше. Насколько мощно? Я когда-то обжег себе ногу. Когда я ее обжег, то она до вечера не болела. То есть я пошел, помылся под душем, смазал чем-то. Она начала болеть на следующий день. И потом еще 2 или 3 недели болела. Зачем я это все говорю? Дело в том, что когда мы читаем что-либо, то мы ничего не должны ощущать. Это как ожог получить. А вот уже
болеть начинает оно на следующий день, через день и так далее. То есть действие вот этих ударов, энергетических сверканий, вот этих молний, оно происходит так. Мы сначала обжигаем энергетический кокон, произнесение вот этих слогов, потом он ёршится, воспринимая это как зло какое-то, потом это начинает воспринимать, ощущать и в дальнейшем развивать. То есть это внедряется в наш ум, в наше сознание, в наше сердце, в нашу душу, внедряется в наше тело и потом незаменимо изменяет исключительно, вернее не исключительно, а незаменимо заменяет нам наши идеи, наш характер, наше поведение. И это очень мощно работает, хоть как правило, мы этого не особо замечаем. Но это замечают те люди, которые нас знают, потому что спустя годы они начинают говорить между собой: совсем изменился человек. Что с ним такое произошло? Вообще другой человек стал. Ну и, как правило, начинают восхищаться. Ну что, подниматься по служебной лестнице Когнак Дера. Когнак Дера, Когнак Дера, Когнак Дера, Когнак Дера, Когнак Дера, Когнак Дера. Андрей Андреевич, вы говорили, что можно начитать мантры на четкие и сохранять их, чтобы они работали на человека. Какие это мантры? Или каждый все же лучше? Давайте заниматься. А есть более продвинутые фрактальные структуры в качестве просто информации? Да. Если как просмотреть ясновидящему фрактальные структуры? Это происходит следующим образом. Если представлять человека и его начать растягивать до бесконечности, то первое, что получится, полотно. На этом полотне вы сначала будете видеть огромное количество ноликов и единичек. Нолики и единички, когда растягиваешь вокруг человека, само существо человека исчезает, а вместо него появляется цилиндр. Он полностью замкнут, где нижняя часть вот этого начала цилиндра — это его начало жизни, а верхняя часть цилиндра — это его окончание жизни. Если просматривать этот цилиндр по кругу, то там видно огромное количество ноликов и единичек, которые, скорее всего, складываются в бинарные коды. Таким образом вырисовывается абсолютно вся жизнь человека, которая запрограммирована в виде вот таких ноликов и единичек. Причем нолики и единички, в которых сверкает в данный момент его свет, являются максимальным проявлением человеческой души, и можно таким образом высчитать, когда человек умрет, потому что, зная его возраст, глядя на сверкание эти, можно увидеть, когда он умрет. Если продолжать этот цилиндр растягивать, то получается полотно беспредельно большое вверх, вниз, влево и вправо в 6 измерениях, где уже мы не заметим ноликов и единичек, где мы будем видеть палочки в стопочках, находящиеся горизонтально и вертикально. Это грубо проявление человека в миру или проявление души человека в миру с влиянием этой души на внешний мир и проявление божественной энергии на душу этого человека. В одной палочке, если в нее подключиться, можно заметить огромное количество дополнительных точек. Эти точки, они в бесконечном количестве очень похожи на бесконечную Вселенную, в которой мы видим миллиарды звезд. Таким образом, если фрактально человека расширять и уменьшить или нырять все глубже и глубже, то мы конечно находим бесконечное космическое пространство с огромным количеством звезд, которые находятся, наверное, на конечном этапе нашего фрактала, если так можно сказать. Можно ли это все изменять? Вот представьте себе чрезвычайно сложный механизм. Это чрезвычайно сложный механизм, допустим, это какая-нибудь компьютерная игра. Она написана для телефона или для ноутбука. Мы в этом ничего не понимаем. Нам показывают бесконечное количество этих цифр, и мы имеем возможность какие-нибудь цифры заменить. Скажите, если мы заменим какие-либо цифры, то игра будет работать лучше или не будет работать лучше? Скорее всего, она будет в каком-то либо месте зависать. И для того, чтобы правильно это все делать, нам необходим язык. А
Как его изучить, неизвестно. Таким образом, я-то это все вижу и могу к этому подключаться, но трогать я, даже изменять могу. Но дело в том, что улучшить состояние человека или как-либо сделать так, чтобы хорошо было, ну, не получится. Почему? Потому что мы не знаем этого языка программирования. Хотелось бы сегодня напомнить вам, как же мы можем использовать эзотерические практики и как в дальнейшем мы можем этим пользоваться. Для этого я хочу вам провести аналогию. Представьте себе автомобиль. Этот автомобиль новый, Mercedes, но он не включается, не заводится и так далее. И мы говорим себе, наверное, он поломан, и начинаем возмущаться. А нам говорят, нет. Данный автомобиль не поломан, вам просто необходимо знать, где его кнопка. И вы садитесь, завели его и сидите. И вам говорят, почему вы никуда не едете? И вы говорите, мне некуда ехать. Я мечтал об автомобиле, но теперь у меня машина есть, но ехать мне некуда. У меня нет плана, куда бы я могла ехать. И вам говорят, ну едь куда-нибудь. И вы начинаете куда-нибудь ехать, получая наслаждение. К чему это? Вот смотрите, раньше у вас было ясновидение, оно было у вас вмонтировано после первой ступени. Когда я совершаю подключение и провожу обряд, который называется посвящение в ученики школы Кайлас, зарождается это зерно ясновидения, которое находится в середине человека. Зарождается три механизма. Это механизм Атман, механизм Лаю и механизм Брахман. То есть это механизм чувствования радости, осознания радости и видения радости в окружающем мире. Этот механизм в человеке работает, и отчасти он подключает канал ясновидения. Когда вы это все носите и с этим носитесь, отрабатываете практики, то этот механизм, хотите вы или нет, начинает в вас соединяться и работать по чуть-чуть, совершая там изменения и в организме, и во внешнем пространстве. В дальнейшем этот механизм, им необходимо пользоваться, но у вас нет бензина. Вы приходите на марафон, и мы делаем все для того, чтобы наполнить вас бензином. А потом в дальнейшем это ясновидение начинает у вас функционировать и работать, но вы не знаете, как его применять. Не знаете просто, как применять, потому что вам необходимо его применять, а вы забываете, как же им необходимо пользоваться. И я прямо сейчас хотел бы вам еще раз напомнить, каким образом можно пользоваться уже тем механизмом, который у вас работает. Итак, первый принцип – это принцип видения весов. Что дают человеку весы? Человеку весы дают возможность проверить, да или нет. Каким образом? Необходимо мысленно представить весы. Весы такие должны быть, как медицинские, как Фемида держит в руке весы справедливости. Такие вот весы необходимо представить, как будто сам Бог держит за ниточку эти весы, а у вас есть две чашки, левая сторона чашки и правая сторона чашки. Допустим, вам необходимо узнать, кто победит, Байден или Трамп. Вы представляете два шара. На левую чашу весов ставите Байден, на правую сторону ставите Трамп. После чего, и это очень важно, не смотрите на весы, так как в случае, если человек смотрит на весы и думает о чем-либо, то его сознание начинает воздействовать на эти весы. Для того, чтобы этого воздействия не происходило, необходимо отвлечься и после этого внезапно, еще раз, через 10 секунд, внезапно еще раз посмотреть на эти весы и увидеть, какая сторона весов будет сдвинута. В случае, если сдвинута одна перевесила, значит то, что вы загадали, вот выигрыш, вот этот выигрыш и будет. На какую сторону, можно ли два раза спрашивать об одном и том же? В случае, если вы два раза спрашиваете, мальчик или девочка будет, то тогда не будет ни мальчика и ни девочки, а не будут весы показывать ничего, в дальнейшем ни на один вопрос не отвечая. Почему? Вы проявите к ним свое недоверие. Когда человек проявляет недоверие, эзотерический механизм на 1 месяц, бывает и на дольшее время, отключается, и подключить его в дальнейшем никаким образом не будет возможности, пока
не адаптируется и пока как бы вы энергетически не изменитесь в какую-нибудь сторону. Именно поэтому к такому механизму, правильно вы сказали или неправильно, необходимо относиться с комплексным элементом доверия. Далее, вы, наверное, помните, на первой ступени я давал определенный обряд. Это держание в руках ниточки, на которой внизу висит бусина, которая свободно двигается по этой ниточке, энергетически как бы показывая, почему шарик, потому что шарик это как энергетический кокон, это как планета Земля, это как сублимированные или объединенные между собой события, которые могут произойти. Почему у ниточки два узла, это начало жизни и конец. Почему свободно двигается эта бусинка по ниточке, это как бы жизнь человека, его свободное движение. Как нужно гадать на такой бусине? Ставите бусину, после чего говорите там, кто выиграет, Байден или Трамп. И отворачиваетесь от этой бусины и начинаете смотреть на что-либо. Смотрите на занавески или смотрите там на красивое изменение погоды за окнами или отражение себя в зеркале. В общем, находите какую-нибудь идею или задачу, чтобы себя отвлечь. После чего через 10-15 секунд смотрите на эту бусину и смотрите, если она качается слева направо, то тогда нет, ответ на вопрос. Если вперед-назад, то тогда ответ да. Если раскрутилась по часовой стрелке, то тогда да. Если против часовой стрелки, тогда нет. Не забудьте рядом с элементом гадания перевернуть чашку вверх тормашками, для того, чтобы зоны Хартмана не воздействовали. Третий механизм — это кубики, конечно же, которые есть в моей школе. И также мой семинар, который я назвал семинаром кубики. На семинаре кубики можно очень эффективно изучить, каким образом пользовать или использовать игральные кубики с целью предсказывания будущего. Допустим, на каждый день можно предсказывать определенное свое индивидуальное событие. Также знать, что будет с вами происходить. То есть доход, приход, расход, любовь, нет любви и так далее. Из-за своей простоты они работают очень эффективно. Кубики обычно используются даже при гадании кому-либо. Это очень простой и эффективный способ предугадать события для человека. Чем мощнее и чем сильнее развито у человека ясновидение, тем более идеально показывают кубики. Как правило, после такого марафона, который вы прошли, использование кубиков будет максимально усилено. И использовать эти кубики я очень рекомендую. Третий вид, четвертый вернее вид, это, конечно же, использование моих рун. Мои руны показывают удивительно хорошо, если все делать так, как я описал в книжечке, то есть только 3 расклада. И используя данные руны, вы будете настолько ярко и сильно удивлены правдивости показываемых событий, что иногда это будет вас подвергать шоку. А ими пользоваться очень несложно. Они сделаны по принципу прямого подключения к пространству, что фактически дает человеку без особых знаний возможность помогать человеку или возможность предсказывать судьбу абсолютно любому человеку. Если у вас уже есть карты, используйте дополнительно и весы вот такие, и используйте дополнительно мои руны, используйте маятник, используйте гадальные кубики, кости. Это даст вам или откроет вам руки. Почему? Дело в том, что очень часто нам необходима настройка нашего ясновидения. И вот этой настройкой нашего ясновидения являются как раз какие-нибудь побочные или вот такие предметы. Так вы незаметно для себя в тот момент, когда руны будут выпадать определенным образом, начнете на экране трансляции видеть дополнительную информацию, которая идет. Также для тех людей, которые занимаются, допустим, снятием информации с карт, то же самое будет происходить. Кстати, когда карты перестают правильно работать? Карты перестают правильно работать, когда у человека из головы полностью ушла энергия ясновидения, и она сдвинулась на уровень 3-й чакры, что очень часто происходит. Почему 3-й чакры? В тот момент, когда человек начинает о чем-либо спрашивать или о чем-либо гадать, то его идеи должны быть возвышенные, то есть ему должно быть все равно,
вера в этом случае является важным элементом. В этот момент человек должен начинать думать о Боге, должен начинать думать о всем прекрасном. В случае, если этот человек заинтересован в том, чтобы заработать деньги, заинтересован в том, чтобы сказать правду, заинтересован или боится чего-либо, заинтересован, то тогда эти руны, четкие, бусы, маятники и таро показывать не будут. Допустим, обратилась ко мне женщина-таролог и говорит: Андрей Андреевич, мои таро карты перестали гадать. Я говорю: почему? А я хотела с их помощью, с помощью карт таро, узнать, нужно ли мне вкладывать деньги в инвестиционную компанию. И они показали: нужно. А почему показали? Дело в том, что тот человек, который говорил ей, что необходимо пользоваться инвестиционными компаниями, был профессионально обученным мошенником. Он вошел в доверие, после этого очаровал мысленно эту женщину, после этого обманул ее чувства, и после этого у нее появилось желание. Это как в сексе, знаете, налепил там брехни какой-нибудь, после этого затянул в постель. Вот точно так же получилось с этим авантюристом, который ей там протрещал о том, что это будет приносить большие материальные доходы, после этого доказал как миллион человек, то есть использовал манипуляции для того, чтобы создать чувства, и за своим громким голосом, своим размахиванием рук, своими какими-нибудь пламенными речами воспламенил у нее желание потратить деньги. А руны показали то, что хотело желание. Именно поэтому не руны, а карты показали то, что она хотела. Очень часто маятник показывает то, что мы хотим, если мы хотим пламенно этого. И четки также показывают, и руны также показывают, и кубики также показывают, все также показывают. Есть тайна. Если вы гадаете на картах таро, то не опускайте карты таро во время гадания ниже своей 4-й чакры. Не опускайте. В случае, если они будут у вас на уровне живота находиться, на уровне половых органов, они будут показывать плохо. Вообще делайте так. Ставьте стол, ставьте руки и карты держите на уровне лица. Тогда вы будете показывать или делать расклад, который вы держите на уровне лица. И шансов показать правду будет больше. Следующее. Получится ли встретить подходящего человека, с которым будет у нас общее семейное дело? Или лучше настроить себя на то, что самой справиться, не перекидывать на другого человека, не заморачиваться на союз и на семью и не ждать того, что будет. Я хочу сказать вам, что если вы будете думать, что ваше замужество должно решить ваши вопросы бизнеса, то не стоит тогда либо заниматься бизнесом, либо заниматься замужеством. Дело в том, что бизнес и замужество — это две абсолютно противоположные идеи, понимаете? Замуж выходят не для того, чтобы решать финансовые вопросы. Это тоже бывает, но тогда не очень хороший союз получается, знаете. Я вам хочу дать совет. В случае, если вы хороший специалист в области копирайтинга, если вы великолепный специалист в области коммуникации между Китаем там, и какой-то страной, то вам необходимо начать, у вас все в руках уже есть. Первое, что необходимо сделать, выбрать стратегию. Какая? Вы можете являться посредником. Допустим, вы можете договориться с каким-нибудь складом, который находится на территории Российской Федерации, о том, что этот склад может доставлять, допустим, продукцию из территории Китая. Теперь вам осталось заключить с этим складом договор. Второе, вы начинаете работать с теми людьми, которым необходимо, допустим, какой-нибудь вид товара. Какой, допустим, тара. Делайте выборку тары, делайте эту выборку тары на сайте alibaba.com. При этом делайте выборку следующим образом: красивую тару, красиво ее фотографируйте, скриншотите, создаете группу, которая работать начинает в Инстаграме, делаете Facebook публикации, делаете YouTube публикации, при этом везде рекламируйте по возможности и по максимуму свою тару, везде говорите о том, что эту тару можно заказать в Китае, вы являетесь именно тем человеком, через которого можно заказать тару,
Краснодару с минимальным количеством 10 тысяч штук за одну позицию. В случае, если человек будет заказывать у вас, а он будет, потому что вы начнете этой деятельностью заниматься, то вы как посредник, то есть вы берете у человека деньги, заводите на свою компанию, заказываете у компании, которая может привезти из Китая, договариваетесь с китайцами, делаете им предоплату. Китайцы доставляют логистический склад доставляет вашему партнеру. Таким образом, у вас готовый бизнес, вы все для этого научились делать. Что вам еще надо? Есть что-то надо еще или нет? Я, может, что-то не понял. Теперь муж. Тогда давайте вариант с мужем. Итак, мальчик жил, учился ремонтировать машины. После этого он жил, учился ремонтировать машины, бредит железяками и как гайка, которая там делает из гвоздя велосипед, знаете, думает только о машине. После этого он дома думает о машинах, думает о том, как зарабатывать деньги, думает, вредничает его жена или нет. И вдруг жена с вытраченными глазами говорит: все, бросай делать гайки, бросай вообще чем-то заниматься, давай будем заниматься одновременно фейсбуком, копирайтингом и привозить товары из Китая. Он скажет: ты что, с ума сошла? Почему бы нам не наоборот? А давай-ка ты теперь будешь вместе со мной под машиной крутить гайки. Так же здорово будет у нас. Первая женщина, крутящая гайки под автомобилем. Первая женщина-сварщик и так далее. Вы понимаете, это тоже как бы разумно или неразумно? Ну и сразу же тут такой вопрос. Знаете, муж не обязательно должен быть, я не знаю, подкаблучником или человеком, который должен делать то же самое, что жена. Вот как я живу. У меня, допустим, когда я вот женился на Соне, то я ей говорил: Соня, я вообще противник того, чтобы ты работала вообще. Я не хочу этого, мне не нужно. Я выбирал в самом начале себе красивую женщину, которую я хочу любить. И которая, я ей, между прочим, сразу сказал, должна мне родить много детей. Я ей говорил, что Соня, ты должна быть готова к тому, чтобы родить много детей. Я хочу этого, меня это вдохновляет. Я видел смерть близко много раз в своей жизни. Я хочу продолжения себя, продолжения рода, я хочу своих детей. Мне нужно о ком-то заботиться. Она говорит: я все принимаю с удовольствием, от тебя нарожаю детей. Потом начали рожать детей, смотрю, что моя лягушонка в коробчонке как-то засыхает, знаете, морально ее как-то это подавляет и так далее. Говорю ей: слушай, ну давай мы возьмем няню, взяли няню, давай отдадим в садик, отдали в садик, давай возьмем там еще кого-то, взяли. Мама пусть помогает, мама. Потом оказалось, что она всю жизнь стремилась быть, у нее первое желание, ей когда было 4 года, мама спрашивала: Соня, ты кем будешь? Она говорила: я буду директором универмага. Человек рос с этим, у нее... Она в 18 лет досконально знала английский язык. Она работала в международной компании на лидирующих позициях, занималась международной компанией логистики, связанной с фармакологией между разными странами, в мировой компании, очень знаменитой международной. При этом я ее вырвал, она закончила этот бизнес, хотя получала там очень приличные, огромные деньги. Но она сделала шаг. Этот шаг звучал так: я готова рожать тебе детей, и я готова пожертвовать всем. Я ей тогда говорил: Соня, я хочу, первое, чтобы ты была за мужчиной. Второе, чтобы ты рожала мне детей. Третье, чтобы ты носила мою фамилию. Я тебя покупаю у твоей судьбы. И хотел бы, чтобы ты была частью моей жизни. Я так хочу. И после этого не возникали вопросы никакие. Она говорит: мне нужно чем-то заниматься, я хочу чем-то заниматься. Я не тот человек, который хочет бесконечно воспитывать детей и бесконечно с детьми заниматься. Пусть этим занимаются специалисты и профессионалы. Я ей говорю: хорошо. И говорю: слушай, ну тогда занимайся компанией моей. Зачем тебе что-то новое? Зачем тебе идти на работу? Работай со мной. После этого у нас было так. Она начала работать вместе со мной, а потом говорит мне: я хочу тебе доказать, я хочу тебе доказать. Я говорю: давай мы сейчас начнем не с этого, садись. Садимся и говорю: послушай, мы в компании одинаковые партнеры, если можно так сказать. Но при этом тебе со мной конкурировать не нужно, это и так все твое. Я тот мужчина, который давно хотел ничего не делать, понимаете? Это было мое намеренное, яркое, жизненное стремление ничем не заниматься в жизни. А ей хотелось работать. Я говорю: какое счастье! Да работай вообще, что хочешь делай. Она говорит: надо так, да делай вообще, а так, да пожалуйста, а вот это давай сделаем, да этих там.
Весь мир в труху для тебя, любимая. Что хочешь делай. Что хочешь делай. И после этого у нас вот чуть-чуть было, а потом она поняла, что я не конкурент, если с ней не конкурируешь вообще, это не нужно. И вот сейчас занимаемся бизнесом совместным. Каким образом это происходит? Она ведет компанию «Тибетская формула», я ввожу новинки, ну, мы между собой общаемся, у нас все открыто. То есть, если необходимы мне деньги, я ей говорю, беру. Если ей необходимы деньги, она мне говорит, берет. То есть у нас как-то так оно все. Все пароли открыты в семье. Мы ничего друг от друга не прячем. Я прихожу домой, вот, ой, почему-то у меня светится фонарь. Я прихожу домой, выключаю телефон, он у меня не запаролен, ложу его сверху на трелляж и вечером не трогаю его. То есть если кто-то хочет, дети или жена, пользоваться моим телефоном, пожалуйста. Точно так же единичка у меня пароль в моем ноутбуке. Кто-то хочет зайти и поковыряться или зайти и там посидеть, пожалуйста. У меня нет никаких тайн, я ничего не скрываю от своих близких. Нет тайн, не хочу, не нужно мне скрывать, мне так легче живется. Это освобождает мне ресурс, я могу читать, думать о чем-то там, загорать, на рыбалку ходить и так далее. Понимаете? А так, если бы я ее заставлял, вот взял и сказал бы, бросай работу, будешь теперь работать на меня. Теперь ты должна это, все, я не хочу, чтобы ты этим занималась, занимайся этим. Это было бы неправильно. Поэтому считаю, что это не очень хорошо и не очень правильно. А по поводу бизнеса, ну вы нарисовали модель уникального совершенного бизнеса. У меня был мужчина, он говорит, я очень хороший специалист в области продвижения Инстаграм, но у меня никто ничего не заказывает. Но если ты специалист в области продвижения Инстаграм, то где твоя страница в Инстаграм, которую ты продвигаешь, и где твои клиенты, которые у тебя заказы делают? Раз ты хорошо продвигаешь тему, то тогда продвинь себя. Правильно я говорю или нет? Ну как бы непонятно. Он мне говорит, я умею продвигать. Я говорю, так я не понял. Если ты умеешь продвигать, продвинь себя. Он говорит, ну почему у меня их кто-то? Потому что ты не умеешь себя продвигать. Но я умею, ну так продвинь себя. Вообще непонятно. Вы специалист в Фейсбуке, продвиньте себя в Фейсбуке. В Инстаграм продвиньте свой товар в Инстаграме. Ну конец, готовый бизнес. Ничего не понимаю. Человек все сказал и после этого говорит, чем же мне заниматься. Знаете, опять проклятая неизвестность. Если не хотите прямо завтра на протяжении дня найти идею. Возьмите соль, насыпайте ее в руку и целый день носите ее в руках. После этого там 3-4 часа носите, вот так крутите над головой и выбрасываете на улицу. И вот так на протяжении дня. И обязательно на протяжении дня придет идея точная, чем вам нужно заниматься. Второй вариант. В соль добавляется красный перец. Точно так же носится. Третий вариант. Красный перец в виде ожерелье одевается на шею и на протяжении дня с утра до ночи поздней носится на себе. Таким образом приходит умная идея, чем в жизни заниматься. Вы у меня спрашиваете, допустим, Андрей Андреевич, там женщина спрашивала, Андрей Андреевич, нужно ли мне заниматься антиквариатом? Мне предлагают. Нет. Почему? Когда предлагают, нельзя заниматься. А можно ли вообще антиквариатом заниматься? Да. Когда не предлагают. История. Моя знакомая девушка переехала во Францию, нечем было заниматься. И нашла во Франции, оказывается, во Франции есть такая тема, как антикварные объявления в газетах, где люди предлагают антиквариат старый французский, там серебряные вилки и ложки с перламутровыми наконечниками, какие-то там красивая посуда, знаете, и так далее. Она начала это публиковать на OLX, где ее, собственно, и нашел. Я у нее купил бакару, бокалы такие, французский хрусталь. Почему я купил у нее? Дело в том, что она сказала сразу, что это будет из Франции идти, наверное, 2 месяца, может быть дольше. Я ее не торопил, потому что я купил недорого. У нас такая посуда в Украине, ее первое найти невозможно, второе, она очень дорого стоит, то есть там на 96 персон будет стоить где-то 10-12 тысяч долларов. У нее это все стоило 2500 долларов. То есть разница существенная, видите, заметная разница. 8 тысяч долларов
серебряная посуда обычная у нас в Украине стоит, такая на 100 персон, допустим, у нее такая же посуда может стоить $3000, причем 1908 года, еще и с перламутровыми, сверху с перламутровыми накладками на серебре. Ну и она нашла себя. Я говорю, у вас много продается? Она говорит, мне на жизнь хватает. Она говорит, я чистыми зарабатываю в месяц где-то, ну, 2500–3 тысячи евро. Много это или мало? Дальше. У меня есть знакомый, он вот что делает. Этот знакомый, это я номер 2. Хорошо, я признаюсь. Я всегда в поиске нахожусь. Я в поиске даже не для того, чтобы зарабатывать деньги. Мне просто нравится сам процесс, понимаете. И у меня в свое время пришла идея, можно ли вообще зарабатывать в интернете и можно ли зарабатывать в Ютубе. Ну, сейчас-то я понимаю, что можно зарабатывать. Что можно делать? Берете короткие видео, которые имеют популярность. Это видео выбираете одну аудиторию, которую вы будете дальше постоянно делать. После этого выбираете видео так, чтобы оно монетизировалось. И вставляете туда свою заставку, вставляете окончание и монетизируете. Любое монетизированное видео, даже чужое, в дальнейшем может на вашем канале приносить вам прибыль. Вот я могу сказать, какая прибыль обычно приносится на протяжении, как канал выходит. Если у канала, допустим, 5000 человек, и вы каждый день выкладываете видео 2-3 минуты, то тогда ваш канал, скорее всего, будет давать $50–60. Если 10 тысяч человек, то будет давать вам $100 в месяц. Если у вас, допустим, 10 каналов по $100, вы свою $1000 заработаете. Можно ли этим заниматься? Да это не сложно. Да правда я вам говорю, это вообще не сложно. Просто никто не хочет. Они хотят, потому что не умеют. Они умеют, потому что не знают. А там, потому что хочется пойти на кого-то и за $300 или за $500 там пахать. Потому что привыкли, что надо пахать. Дальше, о чем я вообще начинал говорить? Я начинал говорить о том, что не надо партнерства. Не начинайте с партнерства, это плохо. Любое партнерство это плохо. Вы обязательно должны будете рано или поздно разойтись. Всегда любое партнерство в бизнесе это плохо. С кем бы вы его начинали? С родной сестрой, с родным братом, с другом, с зятем, с акробатом. Это однозначно в дальнейшем приведет к разрыву отношений и к плохим дележам. Именно поэтому я противник любого партнерства. Хозяин должен быть у собаки один. Точно так же в бизнесе должен быть один хозяин у бизнеса. По-другому не может быть никак. Хотите что-то начинать, начинайте сами. Не можете сами, нужен помощник, берите человека. Времени не хватает. Если у вас нет денег для того, чтобы вложить, то у вас должно быть много времени, потому что нет денег, вкладываешь свое время. Есть время, есть деньги, вкладываешь в кого-то, этот человек тратит свое время, ты время не тратишь, получаешь там какие-то деньги. Почему человек не может зарабатывать очень много, допустим, и упирается в норматив такой $3000, и не может больше зарабатывать, даже имея, допустим, свой собственный бизнес, там 3000 или 5 или 10 тысяч долларов в месяц, и дальше не может. Дело в том, что само понимание зарабатывать также плотно связано с пониманием рассчитываться и тратить. Именно поэтому я очень часто говорю, что в тот момент, когда человек хочет, чтобы у него увеличилось количество заработка, он должен увеличить количество потраченных на бизнес денег. Это одна из особенностей бизнеса. Готов получать много, будь готов в бизнес вкладывать много. Это такая особенность, ничего с этим сделать нельзя. Или много времени, или много денег. Если человек садится и начинает юзать, там, кликать и так далее, то ничего не будет получаться. Работа должна быть нужной кому-то. Если человек сидит и делает работу, которая никому не нужна, нужно поставить тире и написать «тунеядец», его работа никому не нужна. То же самое с человеком. Если вы садитесь и делаете такую работу, которая никому не нужна, то это плохо. Работа должна быть нужна. В дальнейшем не болеть. Второй вариант скрипта. Это уже как бы целительный метод. Второй вариант скрипта. Кто-то ругается очень сильно. Это может быть ваш близкий человек,
Это может быть кто угодно, кто рядом с вами живет, также ведет себя некорректно. Что при этом делать? Итак, метод успокоения, как сделать так, чтобы человек быстро успокоился, необходимо представить этого человека. Если вы на него смотрите, отвернуться и представить, будто вы этого человека видите в ярком белом сиянии в виде энергетического кокона или в виде такого сияющего белого шара. Таким образом, у человека восстанавливается энергетический кокон, и он становится нормальным. Это происходит практически мгновенно. До разрывания следующего ему необходимо накопить энергию, поэтому обычно я это называю методом заземления. Вот такое заземление происходит быстро, в общем-то достаточно эффективно. Вы, наверное, уже знаете, как это работает. Дальше. Вы хотите в жизнь привлечь материальное благополучие, и вам необходим очень простой скрипт. Давайте я вам расскажу, как мы это можем делать с помощью ясновидения и как мы это вообще, что мы делаем. Вот смотрите, первый вариант, более тяжелый вариант, это понимание того, как устроена вообще система энергии. Итак, для того, чтобы реализовалась система энергии, человек должен знать, какие виды энергии бывают. Итак, первая энергия, энергия Земли, представляется в виде дыры в земле. Второй вид энергии — это энергия ваджрарная или огненная, энергия, исполняющая желания, представляется в виде столба огненного цвета или цилиндра огненного цвета. Вот цилиндр огненного цвета, находящийся в устье Земли, фактически обозначает оплодотворение Земли божественным началом, ваджра-саттвическое начало. Таким образом, вы фактически вырисовываете или строите то, что называется лингамом, или по-другому элемент объединения энергии Земли и энергии космоса. При этом, представляя такой лингам, вы можете в этот лингам задать какую-нибудь задачу. То есть сказать, видя вот такой столб или видя себя в столбе, произносить: скоро у меня будет, и дальше свое желание, так желание будет исполняться. Второе. Всегда ли необходимо использовать Землю? Мой ответ такой: нет. Землю использовать не нужно в случае, если вы раскручиваете бизнес. Можно представлять просто столб. Это ваджрарная энергия, огненная энергия. Над столбом необходимо представлять полумесяц. Полумесяц обозначает чашу. Или чаша исполнения нашего желания, или чаша материального благополучия. Над чашей необходимо представлять солнце или любой шар огненного цвета. При этом вы можете представлять вот такой символ в виде цилиндра, над ним полумесяц и шар, раскручивая это вокруг своего бизнеса или в своем бизнесе. Ну, допустим, Владимир Гусак, он продает он продает солевые лампы. Вот я представляю его офис, представляю на весь офис вот такой цилиндр, сверху представляю полумесяц и там шар. И на выдохе начинаю раскручивать его, и дальше запомните, против часовой стрелки с произношением слога материального благополучия и хипраги. И праги. Представляю, будто я это очень-очень быстро кручу. Чем огненнее, тем быстрее реализовывается данная задача материального привлечения. Чем менее огненнее, тем дальше. Как сделать так, чтобы пришли хорошие идеи? Или как сделать так, чтобы идеи, чем же заниматься и как в бизнесе, или что поменять в бизнесе, можно было изменить. Или как изменить бизнес, который захеревает. Или как изменить себя так, чтобы жизнь стала лучше. Для этого существует еще один обряд. Итак, необходимо представить полумесяц. Представить, будто вы в ярком белом свечении стоите в этом полумесяце. При этом над своей головой или над вот этим шаром белого цвета, в котором вы находитесь, представить сверху от этого шара высокий огненный столб, который идет прямо в небо. При этом стараться максимально этот столб раскручивать против часовой стрелки. При этом очень хорошо читать мантру. Это мантра Чим-Чим или Амана-Раса, либо Хим-Прау.
Далее. Если над человеком специально ставить меч, у человека будут неприятности с законом. Если человек делает зло для другого человека, то он обязательно это должен делать через призму своего уже полученного духовного имени. Никогда не делайте никакое зло, если надумаете, напрямую. Следующее, чтобы пришла хорошая идея человеку. Для того, чтобы пришла хорошая идея, необходимо слушать, как звучит раковина. Найдите видео, где дудят в раковину. Дальше, в случае, если мужчина и с женщиной не могут разойтись, а это им необходимо, можно представить, что между мужчиной таким и женщиной вы поставили раковину и очень сильно создаете звук. Делаете это 108 раз за один раз на протяжении дня. Второй метод привлечения в жизнь материального благополучия или чего-либо. Для этого понадобится визуализация стоп. Вот такие стопы представляйте. Представляйте себя сидящим в лотосе. Представляйте, будто вам необходимо материальное благополучие. И говорите, пусть материальное пусть деньги, там, пусть доход, пусть заключится договор, пусть у меня появится много там возможностей. И представляйте, и говорите, я хочу, чтобы это произошло. И представляйте, будто со всех сторон мира начинают бежать к вам вот такие стопы. Вот так, в темноте бегут к вам стопы с изображением, желательно изображением вот такого вот такой свастики. При этом делаете, когда вы это делаете, то на вдохе произносите слова кс-кс-кс или иди ко мне. И так далее. Таким образом вы привлекаете или подключаете элементы привлечения. Дальше. Ну что, все собрались? Дальше. Человек болеет и говорит вам, я болею, скажите мне, как мне можно помочь. Если вы чувствуете большое количество психической энергии, вы ее ощущаете как мышцу в своей голове. Если вы видите, как ваши желания мгновенно реализовываются, то вы можете использовать для человека метод просматривания и удаления. Каким образом это делается? Делать это необходимо так. Смотреть на человека через призму, через темноту. Там, где находится человек, человека не должно быть видеть, а белым проявится вот та вибрация, которая и живет в человеке, заставляя этого человека страдать. Обычно это человекоподобные такие существа, похожие на гномов или похожие на маленьких детей, выродков или уродливых таких детей, которые можно тоже изымать и просто бросать перед собой. Еще раз хочу сказать, ставить при этом какую-то защиту не нужно. Такая энергия в нашем мире не уживается, она просто становится каменной со временем за 1-2 недели и никаким образом на человека не влияет. Дальше. Вы идете домой и при этом дома считаете, что вы что-то сделали, дома об этом узнали. Вы идете к начальнику, начальнику необходимо знать, начальнику необходимо, вернее, он там к вам плохо относится, а вы хотите что-то попросить, ну и так далее. Что необходимо сделать? Или договор с вами не подписывают, а вам необходимо этот договор подписать. Что необходимо делать? Итак, самое простое — это использование метода обнимания. С тем человеком, который вам должен подписать договор, вы должны мысленно представлять, будто вы с ним очень крепко обнимаетесь. Но когда вы с ним обнимаетесь, обязательно чувствуйте в груди радость и удовольствие и обожание. Второе. У вас, допустим, есть семья и всех колотит. Мужа колотит, детей колотит, все как сдурели. В случае, если это происходит, вы должны начать чувствовать атман в середине своей груди, чувствовать радость в середине своей груди или наработать такую радость в середине своей груди. После чего представить, будто вы всех, кто дома есть, берете в охапку и ставите в центр своей груди, представляя, как они кружатся в хороводе, танцуют и между собой обнимаются. Таким образом вы можете примирить всех и включить в них состояние радости.
по отношению друг к другу и заботы по отношению друг к другу. Также такое же можно делать с другими людьми, которые живут где-либо. Допустим, у меня есть, допустим, человек, который плохо ко мне относится. Я его не разрушаю. Но для того, чтобы, хотя иногда хочется, но для того, чтобы этот человек все-таки симпатизировал мне и не относился ко мне плохо, находясь или чувствуя в груди состояние саман, вернее атман, а не саман, я начинаю брать этого человека, обнимать и ставлю его в середину своей груди, где я представляю помещение в виде золотого дворца, в котором я чувствую радость. Поставлю туда этого человека, становлюсь рядом с ним, обнимаюсь с этим человеком, держусь за ручки, ну и так далее. Таким образом я полностью изменяю отношения по отношению к себе. Этот человек начинает ко мне лучше относиться. Скажите, то, что я говорю, вам интересно? Далее. Еще раз о методе толчка. Одним из самых ключевых методов для нас является методом толчка. Это метод, когда мы это метод, когда, допустим, с вами что-то происходит, кто-то вас раздражает и так далее. Вы должны произнести себе «я выше этого», после этого мысленно наступить на это и оттолкнуться. Вот смотрите, у вас нет денег, не получается бизнес, говорите себе «я выше этого», наступайте на это все и прыгайте вверх мысленно. Еще очень хорошо выполнять практику, когда вы представляете, будто взлетаете, как на ракете, вверх летите. Подскажите, пожалуйста, можно себя так просматривать и больной орган лечить у себя? Да, можно. Представляете себя сбоку, представляете себя через темную призму, смотрите на себя и достаете. Очень часто, допустим, человек говорит: я болею гриппом, мне очень плохо. Вот вчера такая ситуация была, человек говорит: я болею гриппом, можете меня просмотреть. Я человека просматриваю, а у него тело не больное, а больное в голове. Ну и вот я из головы достал, после этого человек говорит мне: Андрей Андреевич, большое спасибо, как вы это делаете, очень помогло. Почему у человека, который занимается эзотерикой, у одного получается и у другого не получается? Дело в том, что это все связано с определенными качествами, наработанными качествами. Первое наработанное качество — это, конечно же, вот этот атман. Дело в том, что с атманом человек должен прожить, он должен привыкнуть и должен это взрастить. У человека есть три энергетических системы. Это система, которая называется саман, которая находится у него в животе. Атман — это чувство радости, которое человек в животе находится. Если саман у человека работает мощно, то человек нравится другим людям, его тело здоровое, и появляется чувство за счет этого. Когда чувства вырастают, и они становятся радостными, счастливыми, у человека появляется саман. Когда у человека взращивается саман, то у человека появляется в голове определенное чувство, которое называется брахман. И когда брахман увеличивается, человек переходит в состояние, которое называется лаю. И по идее это состояние является заключительным состоянием, позволяющим человеку влиять с огромной силой на окружающий мир, создавая в окружающем мире события, которые необходимы такому человеку. Достигнуть состояния лаю невозможно в случае, если человек не принимает за концепцию того, что божественная энергия имеет огненное начало и под своим началом имеет элемент электричества и внешний вид солнца или солнечного свечения. Иначе, в случае, если человек представляет или думает, что все по-другому устроено, то не подключается лая, и человек не может постичь этих состояний. Ну вот где-то так. Конечно же, перегрузил я учеников с первой и второй ступени, которые сюда пришли, которым здесь, наверное, было бы неправильно находиться, но тем не менее.
Да, очень. Потом нужно будет пересмотреть еще раз, а то записывать не успеваю. Ну и хорошо. Я забыл. Оказывается, когда мы сделали лендинг, я его не видел. Когда сделали лендинг, то там было написано, что развитие различных паранормальных способностей у человека. А я как-то взялся за вас и решил развивать вам не различные паранормальные способности, а ясновидение. Тем не менее, наверное, нужно чуть-чуть видоизменить нашу ступень, не ступень, а марафон. И мы будем теперь развивать не только ясновидение, а еще и параспособности. Все присутствующие, извините за опоздание, Галина Галова. Все хорошо. Итак, первое, что мы начинаем делать, мы начинаем подключаться. Первое подключение — это подключение ко мне. Махум хахриом, махум хахриом, махум хахриом, махум хахриом, махум хри. С очищением пространства, где вы живете. С появлением там радужного сияния. Ом сапашута сара тармаса пашута хан. 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 С запуском там энергии любви у вас в квартире. Ом катеви катероса грасамани соха. Ом катеви катероса грасамани соха. Ом катеви катероса грасамани соха. Ом катеви катероса грасамани. Ом катева катероса грасамани соха. Ом катеви 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 катероса грасамани соха. Марина, доброе утро. Ваше задание не выполнила. Мне 58 лет, красоту, конечно, ничем нельзя испортить, но придумала себе картинки. А вдруг я там с палочкой шамкаю? И я решила после курса пойти в секцию кунг-фу. Сегодня все прекрасно, а там посмотрим. 58-9 лет — это ерунда. Это маленький возраст для человека. Не нужно считать, что 58 лет — это возраст. Чем больше человек ориентируется на свой возраст, тем больше возраст его захватывает. Забыл вам сказать, очень важно. Дело в том, что тем, чем мы сейчас занимаемся, это все называется эмпатия. Это эмпатия, это тонкое определенное чувствование сердцем, или чувствуем грудью, или чем-то таким внутренним, тонко чувствуем окружающий мир, эмпатируя, снимая информацию. Так мы снимаем информацию, и такая информация в большинстве своем, она не очень хорошая. Объясню вам почему. Дело в том, что по-другому мы не разовьем у себя паранормальные способности, но одна из особенностей развития паранормальной способности заключается в том, что человек становится тоньше. А когда человек становится тоньше, то он острее чувствует чувства других людей, острее чувствует энергетику, острее чувствует эмоциональность других людей, особенно сердечную. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, и чем это чревато, когда мы начинаем вот так тонко все чувствовать, то это приводит нас к тому, что мы начинаем инфицироваться чувствами других людей. Ведь в каком мы мире живем? Мы живем в мире людей, которые хотят только есть, которые хотят обвинять всех людей вокруг себя и которые ненавидят ни себя, ни окружающих. И живут в этой ненависти, им в этом нравится, они неряшливые, хотят только сексом заниматься, при этом они не хотят за собой ухаживать, они считают, что все им обязаны, должны, хотят только жрать, спать, кушать, спать, с кем-нибудь трахаться, извиняюсь, и после этого у них других задач не стоит. При этом они мечтают жить на корабле, они мечтают где-нибудь кого-нибудь обворовать и там, быть очень счастливыми, как можно дороже себя продать и так далее. У них бывают состояния просветления. У них бывают состояния просветления, потому что они смотрят фильмы или программы, и какая-нибудь доброта все равно у них накапливается. Но они эксплуатируют своих детей, не любят своих родных, они им пофигу вообще, друзья все. Друзья для них являются лишь элементом людей, которых можно использовать. Если человека можно использовать, друг, если нельзя использовать, значит не друг. И мир делится только на... И такие люди живут, а это неплохо.
плохо. Они живут по принципу человеческого выживания среди 1 миллиарда там, человек того места, где они живут. При этом, конечно же, задачи они ставят там самые простые: выжить или прожить еще сегодня, а когда болит, верить врачам в надежде, что они помогут, ну и склеивать ласты в дальнейшем. Вот такая нехорошая картина. Это большинство, чтобы вы просто понимали, кто живет. Люди эти живут в грехе, их сознание сдвигается в половые органы, их может радовать только смех или смешные истории, в которых есть маты, где матерятся. Их удовлетворяет, когда они жалуются на кого-то, критикуют, они не допускают любой информации, они необучаемые, они живут по принципу своих эмоций, обычно негативных эмоций, считая себя амбициозными, всезнающими такими существами, быстрыми, умными, не пахнущими, хотя на самом деле пахнет и изо рта, и из половых органов, и от тела, и от души, и от всего остального. Неприятно это все. Мы это начинаем все чувствовать, начинаем чувствовать это глобально, потому что мы становимся тонкими людьми, становясь такими эмпатами. Это нас, если бы мы не знали, начинает расстраивать, мы начинаем разочаровываться, мы становимся где-то сами гневными. Почему? Потому что разочарование чем-либо это тоже забирание грехов таких людей, и сами становимся в дальнейшем точно такими же людьми, и даже хуже, начиная думать об этом, обвинять и так далее. Как же научиться, развивая такую эмпатию, не объединяться и не создавая такие условия, чтобы и чувствовать, и не подвергаться вот такому чувственному эмпатическому насилию. Для этого вам необходима вера в то, что вы выше этого, необходима вера в то, что есть Бог, который вам помогает, и что вы на стороне божественной энергии. Это очень важное условие, произносите это периодически для себя. Иногда себе говорите: я выше этого, мне помогает Бог. Я верю в то, что Бог мне помогает, я верю в то, что Бог, я следую за Ним, я верю, что я стою на белой стороне, или я верю, что я стою на стороне света. Вот таким образом мы преодолеваем эмпатию. И вера в Бога является ключевым элементом, который должен помочь человеку. При этом работа над собой заключается в том, что когда хочется критиковать, заплевать или еще что сделать, мы говорим: да мы выше этого, и переступаем. Не соединяемся, не эмпатируем. Таким образом мы используем в дальнейшем эмпатию как инструмент, а в целом не озабочиваемся этим. Вот где-то так. Спасибо за то, что помогли вчера сестре Тонечке. Отпустил очень быстро. Все-таки поехали в Одессу к врачу, который в точности подтвердил диагноз, который вы поставили. Уже который раз убеждаемся, вы чудотворец. Чудотворец не булькает. Я могу рассказать о себе. Я знаю, в свое время Иисус Христос, я его очень уважаю, в свое время Иисус Христос сказал своим ученикам такие слова. Он сказал им, что и пришел ко мне демон или князь, и он сказал мне: хочешь весь мир тебе подчиниться? И я сказал: нет. А хочешь, будешь самым главным царем? Он сказал: нет. Странно, потому что в дальнейшем он говорил всем, что я пришел быть царем. При этом он отказался в тот момент, когда ему князь это сказал. Но тем не менее, вернемся к теме. В тот момент, когда вы будете работать над собой, пройдет какой-то период времени, и вы четко для себя начнете ощущать и понимать, что у вас запросто получается и зарабатывать деньги, и привлекать материальное благополучие, и в общем-то быть кем вы хотите. Со временем вдруг появится ощущение, что вам не хочется общаться с людьми. Появится ощущение, что мир, в котором вы живете, он не интересен, потому что со временем мир станет упроститься, и таких вот основных вопросов как бы не будет, он исчезнет. Такие вопросы исчезнут, появится канал яснознания. Все будет таким предельно, абсолютно понятным. И вот в какой-то момент будет такое ощущение, как будто
надоело дальше продолжение самой идеи жизни. И только вот состояние атмана, состояние самана, состояние брахмана будут помогать вам удерживаться на плаву. В этот момент я очень рекомендую выпивать алкоголь. Я периодически выпиваю алкоголь. Когда у меня появляется ощущение невыносимости повторяющейся системы, и меня это чуть-чуть расстраивает, знаете, но а сделать с этим, ну, я ничего могу, но не хочу, то в этот момент я могу выпивать. Обычно я это делаю там 1 раз в месяц, 2 раза в месяц. Я выпиваю виски. Обычно я наливаю себе утром в субботу небольшое количество виски, вечером там иду в баню, там в бане парюсь, но не напиваюсь так, чтобы падать. Или беру бокал, наливаю туда швепс, добавляю виски и, сидя перед телевизором, обняв любимую жену, так как она меня очень дополняет, смотрю телевизор, выпиваю вот такой алкоголь. Он снижает тона, мир снова становится любимым, и это дает силу для того, чтобы в дальнейшем развиваться и так далее. Зачем я это рассказал? Знайте, что такое бывает. Это кризис духовного роста. Вот так, такое тоже есть. Семья Гребенщиковых, КТ чистая, низкий поклон, с уважением Анна. Анна, я вас поздравляю, ура, вы это победили. Да, очень приятно все. Сестре Тонечке отпустила очень быстро. Ну что, давайте заниматься. Итак, сегодня мы будем открывать сердце еще один день. При этом мы будем работать сегодня с духовными сердечными практиками. А можно выпить спирт, разбавив водой. Да не надо сегодня пить уже, все хорошо. Со мной такое происходит, и только вера в вас заставляет дальше жить на радость себе и детям. Отталкивайтесь от этого, обязательно это делайте. Ну что, давайте попробуем сегодня наработать качество высокой духовности и использовать это качество. И сегодня мы попробуем влиять еще и на тех людей, которые рядом с нами находятся, повлиять на свой бизнес и повлиять на отношение к нам. Итак, у нас в середине нашей груди есть атманическая энергия. Эта энергия, она может работать по 2 принципам. Это принцип любовь. Любовь необходимо забирать, а обожание необходимо давать. И первое, что мы сегодня будем делать, мы будем включать чувство любовь, которую мы находим в себе на вдохе, и обожание к тому, что мы хотим в нашей жизни, чтобы это выросло, обожание на выдохе. Смотрите, не надо детей сейчас обожать, это очень легко, не надо жены мужей, это тоже очень легко. Давайте обожать бизнес, который разваливается, давайте обожать то, что вы хотите запустить. Вот смотрите. У моей Sony скоро будет запускаться новая компания. Она будет называться Мизония. И я бы хотел, чтобы это начало с первого дня хорошо работать. Каким образом мне запустить то, что еще пока не запущено? Как я должен это сделать? Как бы вы делали это? Я вам могу рассказать. Любые способы, которые использовал бы человек, не зная эзотерики, уже были бы неправильными и в дальнейшем бы разрушили. Допустим, как делают люди. Они начинают мечтать, как это все начнет хорошо продаваться, как много людей будут приходить и как много людей будут покупать. Но это уже сложные программы с появлением большого количества слагаемых. И это уже сложная программа, ее очень сложно выполнить. И эта программа, она слуховая, и эта программа, она существительная. Когда программа слуховая, то есть произнес человек, что у меня это будет, и она существительная, то есть много людей будет покупать. Здесь людей, это очень много людей. Много людей, это что, весь мир будет покупать. Сколько, на какую сумму, то есть очень много слагаемых таких непонятных. Но самое страшное в этом всем, что нет чувства. А
одна из эзотерических тайн заключается в том, что именно чувства создают выполнение программы. Именно чувства и создают такие программы. Поэтому мы должны построить для себя программу, создавая ее из чувств. Каким образом это выполняется? Рассказываю. Смотрите, есть уже логотип Мизония. Я делаю вдох и произношу себе любовь, чувствую в себе любовь. После этого я произношу, делаю выдох, после этого смотрю на Мизония и говорю обожаю. Таким образом я запускаю чувство обожания. Когда запустится компания и будет логотип на этих бутылочках, люди, которые будут видеть этот логотип, в нем уже будет стоять программа обожания. Зачем нужно при этом вдыхать и чувствовать любовь? Дело в том, что я чувствую, заряжаюсь божественной любовью. А когда я включаю обожание, то я фактически ничего не отдаю, а привлекаю внимание огромного количества людей, включая программу обожания в данный символ. Скажите, вам что-нибудь понятно сейчас? А у вас же есть свой бизнес. Вот как необходимо ваш бизнес продвигать. Ну, мне не только Мизония интересно. Давайте я сегодня объединю вас всех между собой. И сказав слова, пусть все, кто участвует сегодня и будет участвовать дальше в этом вебинаре, объединятся передо мной. Пусть все виды их бизнеса объединятся в форме определенного символа. Пусть туда подключится символ Мизония, тибетская формула и мои остальные виды бизнеса. Проявится это в виде вот такого символа. Сейчас этот символ проявлю. И начинаю вы каждый свой символ будете представлять, свой символ вашей компании, а я буду представлять ваши символы одновременно. И будем заниматься тем, что мы будем запускать обожание людей. Обожание людей приводит к появлению Участники вебинара «Эзотерический марафон», второй эзотерический марафон, начинаем. Тарара, 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 та. Ну что, я вижу, вы обсуждаете то, что кто и что выложил. Кто-то пишет «Доброе утро», «Здравствуйте», «Доброе утро». Я провожу вебинар с территории Украинской Народной, не знаю какой там, Демократической Республики, а у нас уже 5 часов вечера, и сейчас с 5 аж до 8 мы будем заниматься. Для тех, кто только попал на этот вебинар, хочу вам сказать, основа нашего эзотерического марафона заключается в том, что мы должны определить центр. Этот центр или этим центром является понимание того, что Бог общается с человеком через его чувства. Таким образом, только чувства могут создавать для человека жизнь. Я очень часто говорю эти слова во время ступеней, но их почему-то люди умудряются пропускать. Но мне бы хотелось их повторить сегодня. Что вы чувствуете, то с вами и происходит. Чувствуете радость, будет много радостных событий. Чувствуете ненависть к кому-то, будет происходить постоянно какое-то неприятная ситуация в жизни. Ничего не чувствуете, ничего не будет происходить. Таким образом, наша жизнь так устроена, что в случае, если мы чувствуем все время ненависть, злость, вредность и так далее, это все приводит нас к тому, что в дальнейшем у нас появляются сумасшедшие, колоссальные проблемы. Эти проблемы заставляют нас падать все глубже и глубже в яму, денежную яму. Это называется элементом или пониманием того, что человек падает в состояние черни. Чернь — это тот человек, конечно, никого не оскорбляет, это моя гипотеза. Чернь — это тот человек, кто печален, всех ненавидит, злится, очень завидует, вредничает и так далее. А также делает все для того, чтобы у него превалировали больше негативные состояния, более чем позитивные. Именно поэтому моей одной из основных задач является выведение вас из состояния черни и перевод вас в состояние восхищающихся, любвеобильных, милосердных, добрых людей. Сегодня мне женщина написала, Галина,
Андрей Андреевич, нет трансляции марафона, отключилась в 11:10. Тут же пишет через час. Я не могла понять, как от такого человека уходят ученики и занимаются тем, чему вы их научили. Теперь я поняла. Ага, понятно. Я пишу, свяжитесь со службой поддержки, они помогут зайти в марафон. Она пишет, служба поддержки, не смешите, я сейчас смотрю марафон записи. Я пишу, на марафоне участвует 400 человек, к сожалению, техподдержка не может заниматься всеми одновременно. Извините за неудобство, надеюсь, в дальнейшем у вас будет получаться. К чему я это все читаю? Дело в том, что я в самом начале уже говорил об этом, я хочу вам сказать. Дело в том, что путь богатства, он идет через путь взращивания в себе, состояния духовности. Также стоит, наверное, учитывать то, что, видимо, вы прожили великолепную, но и с тем еще и сложную жизнь, которая подразумевает влияние на вас определенных негативных энергий. Это могут быть астральные существа, умершие люди. Также у вас за плечами, скорее всего, люди, как говорится, на сухую в эзотерику не приходят. Они обычно предварительно успевают выпить там 100 грамм или там 100 грамм эзотерики. И, конечно же, приходят уже с таким навязанным опытом или уже сформированным опытом после религии. И обычно в эзотерику приходят люди, которым уже терять нечего, или они цепляются как за последнюю соломинку, за то, что я называю эзотерикой. Конечно же, когда они начинают этим пользоваться, они должны понимать, что следует прислушиваться ко всем словам, которые я говорю, раз. Второе, воспринимайте мою философию, это важно. Два. Третье очень важное, друзья мои, на пути к богатству есть два пути. Это быть вредным подлецом, ворующим у людей, либо быть человеком просто, абсолютно, тотально везучим. Я предлагаю вам тотальное везение как один из элементов правильной эзотерики, ведущая человеку к обогащению через элемент белого пути. Именно поэтому я бы вам хотел сказать, что ваши ненавистные настроения, ненавистические эти высказывания, проявления агрессии и так далее, я их разделяю с вами. И понимаю, что вы бы хотели и меня воспитать, и мне рассказать, как я должен работать и так далее. И это правильно, и это поддерживаю. Но давайте вначале начнем бороться с тем, что называется высокая духовность или за высокую духовность, уничтожая свое презрение, ненависть, злость, вредность и так далее. Таким образом, нам всем прямо с сегодняшнего дня станет лучше. А так получается, когда хорошо, то я тебя люблю, а когда плохо, то я тебя ненавижу. Так не должно быть. Я учеников люблю любых. Плохо им, мне все равно нужно им помогать. Хорошо, мне все равно нужно им помогать. И я не отворачиваюсь. Это и называется путь служения. Что это такое? Как не стыдно? Ну не получилось зайти, зайдете дальше. Вы же проходили ступени уже. Там первая ступень у вас была, скорее всего. Там что-то читали, что-то слушали. Ну к чему это презрение и так далее? Что так вот прямо обидно. Не удалось просмотреть, но вы же просмотрели. Ну что это такое? Далее. По поводу того, что не получается у вас, но это хорошо, это говорит о том, что вы не зря занимались эзотерикой. Это говорит о том, что вы не зря жили, это говорит о том, что жизнь ваша прошла не зря. И это говорит о том, что мы работаем правильно. А то, что выключается у вас интернет и ноутбук отказывает, и еще что-то происходит, то это тоже правильно. Потому что не выдерживает ваша техника с вашим выплескивающимся характером. Ладно, через верх выплескивающимся характером. И ниже тоже бывает. Это $2 каждый день, там $0,5 и до 0. Это некая система такая, которая позволяет человеку либо вырасти, либо упасть. Как человек начинает расти или как человек начинает работать в этой системе? Ну, допустим, вы тот человек, который на сегодняшний день зарабатывает $100 каждый месяц. Или каждый день зарабатывает $100. Ну, условно, давайте не в день, а в месяц. Вы зарабатываете $100 в месяц и хотите с помощью мантр прийти к состоянию такому, чтобы зарабатывать $1000 каждый месяц. Вот так вот. $1000 каждый месяц. Сейчас я еще раз напишу, здесь плохо. Хорошо.
и хотите зарабатывать, вы, допустим, зарабатываете 10 тысяч долларов каждый месяц, хотите зарабатывать 100 тысяч. Вы для этого используете, допустим, мантры, начинаете читать мантры. И вы должны знать, что вы начинаете двигаться по сфере, в которой у вас вначале будет хорошо. То есть, смотрите, вы зарабатываете 10 тысяч долларов, начинаете читать мантры и начинаете подниматься по сфере вверх. И доходите до рубежа, который называется рубеж плохо. Почему? Так устроена система энергетическая. Каждая наша возможность зарабатывать – это определенная сфера, не зря говорят, сфера нашей жизни. Так мы должны понимать, что нас будет ожидать. В тот момент, когда человек начинает двигаться или читать мантры, или начинает двигаться по пути и желанию тому, чтобы зарабатывать больше денег, он непременно должен подняться по своей сфере до верхнего потолка, при котором у него будет ощущение, как будто все плохо. Видите? То есть, когда человек начинает подниматься, он доходит до ощущения, что все плохо. То есть мы начинаем заниматься, читаем мантры, очень много работаем над собой и доходим до состояния. Что такое плохо? Взаимоотношения ухудшаются, ухудшается состояние здоровья, ухудшается какое-то качество жизни, возможно, скандалы появляются в семье, возможно, еще что-то появляется. И это все приводит к тому, что у нас появляется ухудшение состояния. В этот момент мы должны это все перейти. Каким образом перейти? Испытывать состояние радости. Если не быть пофигизмом в этом состоянии, то тогда мы начинаем падать, перестаем заниматься, не обращаем ни на что внимания и вновь падаем в состояние хорошо. Из-за этого у нас появляется некое понимание такое, что мантры это чепуха, вся эзотерика это фигня, Дуйко хочет нам только плохого. Видите? Когда мы доходим до состояния плохого, то толщина вот этой оболочки, она может быть для одного человека очень большой, для одного человека может быть очень большой, для другого человека толщина этой оболочки может быть тонкой. Когда оболочка толстая, то плохо может длиться долго. Но не стоит при этом сдаваться. Когда вам плохо, вы должны наоборот еще более работать, еще больше читать мантры, еще больше читать там заклинания или дышать кодами, больше использовать методов и практик для того, чтобы вот эта система растянулась. Вот таким образом, как я нарисовал, где вы будете длиться до максимума, что дальше уже невозможно. И выскакиваете в состояние нового элемента, который называется «хорошо». Таким образом у нас происходит подъем. И это возможно, я здесь написал правильное слово, этот подъем возможен, если у нас позитив, если мы живем через концепцию позитивной жизни. В случае нашего падения обычно нам плохо, мы материмся, ненавидим и падаем в сторону хорошо. Мы здесь матюкаемся, вредничаем и падаем плавно. И у нас появляется хорошее состояние. Очень многие умудряются удерживаться в этом состоянии, ниже не падать. А потом все равно они начинают там больше вредничать, больше жлобиться, как бы усиливая эмоции. И падают в состояние плохо. Снова матерятся и хорошо. Таким образом, путь по отношению к тому, что нам плохо и мы живем негативом, он выглядит более лучше. Мы попадаем, и когда мы падаем, то обычно завершением нашего падения является хороший бизнес или хорошее состояние. Потом мы падаем, еще хорошее. Но вы заходили, допустим, с большим количеством денег. Если вы жили в негативе и падали все время энергетически и духовно, то вы дойдете до состояния, когда денег нет. Или до состояния, когда все от вас отвернулись, до состояния, когда семья разрушилась, до состояния болезней, потому что это связано с болезнями. Ну и, в общем-то, пути обратно у вас не будет с тем восприятием и с тем миропониманием, в котором человек находится. Именно поэтому я хочу сразу же вам сказать, что чтение заклинаний, чтение кодов и так далее, оно непременно должно привести человека к тому, что ухудшается самочувствие. Ухудшается самочувствие физическое, эстетическое, начинает что-то происходить с семьей, начинает что-то... Почему? Именно это и послужило в свое время к тому, что у вас произошло падение. И вы, когда начинаете
включать у себя позитивную жизнь, испытывать радость, каким-то образом настраиваться на счастье, то вы непременно доходите до верхней точки, где все как будто могут быть против вас. В это время разочарование, в это время нервное состояние, в это время беспокойство будет вас непременно сдвигать вниз, и вы будете вновь падать. Как обычно это происходит? Человек начинает читать мантры, у него начинает чуть-чуть получаться что-то там, получается зарабатывать деньги, и тут вся семья обозлилась. И все начали быть против него, и на работе все против него, и договора не подписываются. И в этот момент он разочаровывается, говорит, да ну его нафиг, все, начинает себя накручивать, беспокоиться, перестает испытывать радость, и через 2 недели вновь становится как и раньше. И он говорит, о, слава Богу, все как и раньше. Но нам, как и раньше, не нужно. Когда вы доходите до этого уровня, все обозлились. Вы говорите, ну и что, мне это не беспокоит, я тебя все равно люблю. У всех все плохо. Вы говорите, ну и что, я не заморачиваюсь, не парюсь, я буду заниматься своим делом. Вот эти мои слова, я не заморачиваюсь и не парюсь, являются ключевыми в этом случае. Потому что эти ключевые слова дадут вам возможность вырваться из той оболочки, в которой вы находитесь. В том денежном, в той денежном, наверное, в той денежной системе, в которой вы находитесь. При этом это выглядит так. Если вы очень низко находитесь в социальной лестнице и начинаете выходить, то вначале у вас будут обострения здоровья. Когда переходите на другой вариант, обострение желаний, зависти. Когда вы ходите на другой уровень, обострение чувств. Когда вы ходите на другой уровень, обострение мозга, то есть очень много мыслей, они все дурные, это говорит о том, что вы выходите на правильный уровень. Когда у вас будет обострение мыслей, это у вас будет 10 тысяч долларов в день. Когда вы выходите на уровень каждый день по 100 тысяч, то вы ни о чем беспокоиться больше не будете. Это жизнь как полет, никто не обижается, не злится и так далее. Есть люди, допустим, которые построили систему обмана или построили систему эксплуатации и находятся в одном уровне, допустим, при котором они там и злятся, и вредничают, но они себя уравновешивают. Они уравновешивают тем, что противоположность проявления негативных состояний по отношению к миру, они уравновешивают это позитивными состояниями своей жизни, которые, несомненно, связаны с тем, что они умеют получать от жизни радость. История. У меня был друг, который употреблял наркотики, кокаин, и при этом у него было огромное количество заказов. Он занимался отстраиванием бутиков, он делал дизайнерские такие бутики, по всему миру ездил. Он пользовался очень большим спросом, и у него жена француженка, она его в этот бизнес как бы сподвигла, используя новые материалы и так далее. И вот он говорит: в тот момент, когда я использовал наркотики, когда я налево и право транжирил деньги, я умудрился даже вертолет купить. А потом я перестал это все делать, решил, что я за здоровый образ жизни, буду жить спокойно, хорошо и тихо. Но, говорит, у меня все обрушилось, у меня появилась апатия. Почему? Теперь вы можете дать ответ, потому что, когда он употреблял наркотики, он раскачивал свой атман в сторону испытывания состояния радости. А когда он перестал это употреблять, то у него появилось ощущение тяжести жизни, ощущение отсутствия мотива, ощущение бесполезности того, чем он занимается. И он начал падать, конечно. И он говорит: можете что-то посоветовать мне? Я говорю: ничего не могу посоветовать. Почему? Вам необходимо пройти первые хотя бы ступени школы для того, чтобы понимать, что такое философия. Вот та философия, о которой я говорю. Естественно, многие люди, они начинают думать, что там прорвемся, это очень правильное слово, получится выйти из этого, тоже правильное слово. Мы очень часто интуитивно это все подразумеваем. Второе. Вас заинтересовали мои слова, когда я начал говорить о том, что существует астральное существо, которое вытягивает из этой жизни какие-либо качества или там заставляет нас страдать и создавать какие-то негативные эмоции и так далее, от которого мы страдаем. Что это за существо? Это существо называется наш персональный астральный двойник. Когда человек рождается, он рождается с одинаковым
существом в параллельной вселенной, которая называется астральный мир. В этой параллельной вселенной, грубо, мешкосборке негативной энергии, существуют существа, которые после смерти туда попадают. Им для того, чтобы возродиться обратно на Земле, необходимо получить позитивную эмоцию. Таким образом, когда человек начинает жить, то он может идти белым путем и, создавая радость, испытывать только приятные и позитивные эмоции в жизни. Ну, не только, конечно, но как бы понимая то, что он на белой стороне, создавать. Это создает принцип втягивания белой энергии или втягивания энергии радости и направления в астральную энергию. Тем самым вы начинаете влиять на то существо. Как оно влияет на вас в виде негатива, который проявляется в вашем теле, вы начинаете влиять на это существо в виде позитива, которое появляется у него. Как для вас плохо, когда появляется негатив, так для него плохо, когда появляется позитив. Но я хочу вам сказать, что если у него появляется позитив, то это создает у него мотивацию. И эта мотивация создает у него возможность увеличить астральную энергию. Как и негатив, который он создает для вас в том мире. Создавая для вас в этом мире негатив, он создает для вас мотивы для того, чтобы вы быстрее шевелились и что-то делали. Если астральная энергия не создает, если вы не создаете для нее добро, то тогда она будет создавать для вас зло. Каким образом это сделать, я вас сегодня научу. Нужно с закрытыми глазами представить, будто вы направляете энергию радости в сторону этого астрального существа. Сегодня мы это сделаем прямо вместе на марафоне. В случае, если это делать, то происходит некое метафорическое изменение параллельного нашего мира, астрального, в ходе которого мы создаем мотивацию данного существа к шевелению, к желанию достигнуть чего-то и к желанию увеличиться энергетически. Тем больше оно будет энергетически увеличиваться, тем больше мы в этой жизни будем иметь энергии жизненной, позитивного настроения. Но при этом мы должны обязательно быть настроенными на то, чтобы увеличивать состояние радости на протяжении своей жизни. Вот такая тайна. Скажите, вам это интересно или нет?